Ребятки, hello, как говорится, эмоции зашкаливают, потому что сегодня покажем вам интересное. Обратите внимание на камни на полу. Это не просто так, сыпется откуда с потолка или что-то тут бросили, не убрали. Это камни, благодаря которым ваши джинсы, обычный деним, ровные, превращаются вот в эти вот потертости, рисунки, фактуру и не только. Мы находимся на фабрике. Максим, будь добр. Специалист, салют. Человек, который знает про одежду и не только, очень много всего интересного. Здесь проходит стирка и варка, и джинсы здесь приобретают ту форму или ту текстуру, которую мы привыкли видеть. В том числе вот такое. Да, то есть это второй этап. То есть если мы разделим сначала первый этап, джинсы оказываются в цеху, где они сшиваются, то есть разрезается материал. Потом они отправляются сюда, стирка, варка, и потом обратно они уже там доглаживаются, убираются лишние детали, и мы такие говорим: красота, нужно покупать. Едем смотреть первый этап, да? Да, нам сейчас нужно посмотреть первый этап, мы сейчас на втором, и фактически это и первый, и третий этап. Третий этап. Да, ребятки, по порядку, сначала первый этап, а потом вернемся сюда, здесь столько всего интересного. Поехали. Максим, что происходит? Где мы? Мы приехали на фабрику по производству джинсов. Здесь производятся очень известные марки, и я обращаю внимание... Очень известно, но это не выглядит. На самом деле, сейчас вам смотрю, так что-то как-то непрезентабельно. Джинсы, обрати внимание, еще не порезанные нити, еще выглядят они не отглажены. Вообще выглядят так, как будто бы они стоят юаней 15. 10. Но на самом деле... Это тоже джинсы там. Да, это тоже джинсы. Сначала джинсы нужно шить, нужно выбрать ткань. Выбирается деним. Затем его сшивают, и после этого отправляют на стирку и варку. То есть, чтобы они вот этой формы приняли, которую мы сейчас видим, они изначально не такие. Поэтому нужно, чтобы их в машинках промышленных варка и стирка произошла. И после они отправляются снова на фабрику, где они уже подрезаются, сшиваются, отглаживаются и приобретают такой вид, который мы видим. О! Нихао! Нихао. Это что такое? Это не подразумевалось. Сегодня я буду отдавать свои джинсы. Это джинсы, которые мы уже делали, а это мне нужно будет сделать сэмпл. Образец, который нам делали на одной фабрике, но они сейчас не смогли нам повторить, и нам не нравится их цена. И это делали на другой фабрике. Это прям вот мой бренд, и то уже мы тоже там все изменили. Опа! Он сейчас называется просто вот так, полностью. В Тесле. Last year, one guy took some woman to our factory and I produced sample. It's the same brand. Really? Yes. Тебя уже подделали? Нет, такого не было. Нет, это не если поделали, вот так, типа, меня уже подделали. This is the after wash, yeah? Yes. Это вот уже после. Just from the wash factory. Опа! Тут несколько разных фабрик находится. No, it's not. Вот здесь. Сколько себестоимость твоих штанов? Вот этих себестоимость мы делали на одной фабрике за 80, но это 14 унций, ну просто попробуй взять. Это просто... Как это... Да. 14 унций, это прям когда ты можешь убить этими джинсами, ну то есть это очень тяжелое. Плотная. Очень плотная джинса и... Дорогой материал. Так, где мы находимся? Мы находимся на фабрике по производству джинсов. Здесь все, что касается только денима. Поэтому ты, кстати, если обратишь внимание... Что это такое? Это сама ткань. Сырье. Да, это сырье. Вот. Вот это вот только другого цвета, Да. правильно? Но для этого нужна варка. То есть, когда произойдет варка, тогда джинсы будут приобретать необходимую форму. Это тоже китайское все. Это все, да. Деним весь китайский. Подожди, а по цвету... Смотри, У всех цвет одинаковый? сейчас будет шок, да? Шок-контент. Так выглядят ваши джинсы. Они вывариваются до нужного состояния. То есть так выглядит сама ткань перед тем, как мы ее видим в конечном варианте. В любом случае, это изначально было вот такое. Вот, Ну, вот такое. ткани не только такие, есть еще там другого типа, но в целом они другого цвета. Не такие джинсы сразу появляются. Вот. Бывает, продают ткани в готовом варианте, но в целом существует варка. Главный мэджик. Мы не сможем все показать, но будем говорить некоторые бренды открыто, некоторые будем либо намеками. Завуалированно. Да. Вот так выглядит грубая ткань, которую сейчас взяли. Вот это вот полотно превратили в изделие, Так. и оно такое грубое, прям неприятное даже где-то. И потом оно дальше будет вариться, будет приобретать необходимый цвет. И вот смотри, вот еще классная штука, я бы хотела... Видишь, они же должны стираться, и поэтому все это уже упаковано, уже
Так, опа. Ладно, все, ну, Это можно показывать? Ну, там очень популярный бренд. Очень популярный. Вот оно, где все происходит. все разбито на циклы. Справа от нас упаковочная и история QC, то есть проверки контроля качества. С левой стороны сам цикл производства. Сколько таких фабрик в Китае? Есть информация еще более прикольная. Более Мы прикольно. находимся в городе Фошань, Да. но территория называется Шунде, а вообще вот это крохотное место имеет тоже свое название. И вот только здесь, Да. вот на этом пятаке, Да. 100, 100 фабрик. только То на есть пятаке. Речь о тысячах идет, да? Они сейчас делают 50-60 тысяч единиц в месяц. 50 тысяч джинс. Да. Где Levi's шьется? Отвечай. Либо здесь, либо на Синтане, но фабрики есть еще и во Вьетнаме, поэтому Да. в зависимости от брендов. Но большие игроки здесь тоже шьются. Они также шьются? Ну, примерно, плюс-минус. Теперь я готов шокировать всех. Да. Это очень чистое производство. Это прям, если вы на такое производство попали, это прям вау. Это тоже, что ли? Я думал, это какие-то штаны служебные валяются. Нет. Это прям джинсы. Да, ну ведь, ну тут на самом деле все аккуратнее. Hello. Это муж владелицы фабрики. Крутой чувак. 等一下，我带你过去。 Хау. Давайте сначала пойдем, мы неправильно начали. Нужно место, где все начинается, Давай, где режется ткань. Давай. То, с чего все начинается. Да. Ткань нужно разрезать, поэтому место, с чего все стартует, мы видели на входе вот эти огромные рулоны. После этого они оказываются здесь и уже разрезается ткань по необходимым кускам, которые позже будут сшиваться. Честно скажу, вот это оборудование достаточно простенькое. Есть прям, где это делают лазерами, есть где это делают, короче, более заморочено. Вот такие пресс-формы рождают такие отдельные кусочки, после которых все будет сшиваться. По форме все вырезали, и потом это станет частью элемента какой-то большой вещи. А чем это режут? Вот такую А, толщину вот, прорезают. А вот эта штука, да? Тут прикинь, как вот такой слой Да. тебе грызет. Ты посмотри, как он утюгом орудует. Это промышленный утюг, и он сейчас собирает карман. Палец не жмякнет? Обрати внимание, время у нас 3:30. Да. И его работа всегда быстрая. Это когда люди говорят, а что там в Китае? Да. Они делают постоянно непрерывные действия. Вот он сидит весь день, вот это делает. Одинаковые действия. Все время. У него скорость не падает. А мотивация у него не падает? Мотивация – это большой вопрос, мы потом отдельно, мне кажется, его надо будет прямо рассказать, потому что это для Вот русскоязычного работа. человека это вообще по-другому. Вот весь день. Смотри, отдельные куски разрезаны. Каждый элемент, который потом будет сшиваться. И вот можно пойти к человеку, который уже занимается этим шивом. Каждый элемент шива в джинсы, он уже тут автоматизирован, но с помощью человека. Однозначно, важно понимать, что он делает только свою задачу. То есть он не делает лишних действий. Все сведено к тому, чтобы он делал хорошо только конкретное действие. Давайте разбираться. Похоже. Пыль летит. Что-то летит в воздухе, чувствуешь? Это запах денег. Какой нафиг запах денег? Надо маску носить здесь. Кстати, на китайских производствах вообще в обязательном порядке маски, но мы, смотри, Масок нет. один человек без маски. Да. Почему они все такие довольные и улыбаются? Я не знаю, те, кто говорят, что китайцы недоброжелательные, никогда не были в Китае. Хочется всем сказать правду, которая, возможно, ранит, но мне, я получаю эстетику здесь. То есть у меня нет такого, блин, что тут на полу лежит, но Но за 300 баксов, за 500 или за 1000 все будет ровно то же самое. Когда ты сегодня говорил про джинсы или про какие-то вещи, там, сколько они стоят, есть определенный порог, который ты уже не превзойдешь. Так. Он уже все, он уже есть. Мы сегодня говорили про Evisu, тут рядом компания делает джинсы Evisu. Стоимость $500. в магазине. Себестоимость 30 баксов. Но почему так дорого стоит? Имя бренда играет огромную роль. Dolce Gabbana или футболку, которую сделаем мы, я думаю, мы можем поконкурировать. Но Dolce Gabbana — это бренд и причастность, которую ты покупаешь. Ты покупаешь Эмоции. возможность стать участником определенного клуба. Но ты же на Патриарше ходишь, никто не будет проверять где-то, шильдик приляпан был вот здесь на выходе или... Все в голове. Ну вот мы свои джинсы продаем там за 5 тысяч, сейчас цена будет 6, потому что курс вырос, Да. и, в принципе, себестоимость стала дороже. Но такие же джинсы, пусть выпускал бы Levi's, это бы стоило в 3 раза дороже. И это заслуженно, потому что у Levi's есть имя, и они имеют на это право. Значит, разница в себестоимости до продажи Да. 5, 7, 10.
такие компании должны иметь возможность хотя бы 300-400%, они обязаны иметь. Потому что большие штаты, большие налоги, просто у тебя расходная часть гигантская. Некоторые думают, типа, вот они там купили за рубль, продали за 5. Но есть везде логика. Большие компании Всё должны оправдано. развиваться. Всегда все оправдано. Если огромные объемы, очень большие, вот самый минимум, что мы здесь получим, 55-60 юаней. Это при больших объемах. 800 рублей. 700. Да, но мы говорим, что эта компания работает в сегменте средний и выше. То есть я Да. бы даже сказал средний плюс и повыше. А еще и дешевле, что ли, можно? Есть джинсы намного дешевле. Прям намного? 10-20 тысяч вы можете произвести на фабрике Синтан. I think Синтан can make. Yeah. Короче, отдельная местность Синтан, которая Да. производит 4 миллиона джинсов в день. Там Сколько? 4 миллиона джинсов. миллиона джинсов в день. Один день, да. И там очень много именно недорогих фабрик. И вот даже сейчас Кимберли говорит, что есть возможность там сделать за 20 юаней, если вы делаете объем в 10-20 тысяч штук на один цвет. Так. В каждом абсолютно месте, куда вы приходите на фабрики, есть всегда свои шоурумы. Зачем Да. они нужны? Чтобы показать вообще, что они делают. То есть какие у них возможности есть. Мне всегда было интересно, кто Я прям- делает дыры в штанах. Who is making this? Also Yes. in the watch factory, they will use something to crush the Yes. broken the yard. И все абсолютно, что мы видим, это делается там. Вот эти протертости, выбеленные части и элементы джинсов и так далее. Все это делают там. Надо ехать Здесь на они варку. занимаются только Да. пошивом. Поэтому они фактически начинают и финалят. Это контроль качества. финальный, Вот самый финал. финал, да. Не путать с контролем качества этапный. Там тоже есть контроль качества. На каждом этапе должен быть контроль качества, и вообще есть отдельный Каждые человек. штаны и шорты вот так вот ножничками аккуратненько, да? Это как минимум. То есть есть человек, который еще на финале проверит, что все убрали. Если не убрали, отдаст заново. Кстати, забрендировать вы можете абсолютно все. То есть у вас и кнопки будут забрендированы. Даже клепки эти, да? Даже эти мелкие, да. От 5000 штук ты уже все можешь забрендировать. А что это такое? Это пыль вот эту убирать, а просто... Пыль убирать? Крутая щетка. Это уже готовенько все. Да, но не упаковано еще. 計工人咩爸爸正話頭計啲工人咩計辦啲工人嚟走佬。 Он как будто ругается, на самом деле просто не разговаривает. Так разговаривает? О, смотри, еще. А это что такое? Это Это что? хлопок уже, это другое. Это для чего? Скорее всего, либо худи, футболки, что-то такое. А еще рядом какая-то фабрика, да? Это... Сколько этажей? О, Тут примерно да. фабрик 4, что ли? 4 фабрики. Так, стоп. Also expensive. Новый вопрос. Почему едете на китайской машине? Спроси, пожалуйста. Кстати, лонг-версия. 你没有 OK， 你喜欢未来，你有未来理想，但是你的车是 Benz， 为什么？ 我还有一个雷克萨斯， А он говорит, короче, еще тачки есть, поэтому 但是只是先走。 садись, говорит. Кстати, вот, пока не уехали, интересно, вот это все здание, это общежитие для вот этой фабрики, ну и, собственно, той, на которой мы только что были. Китайцы многие приезжают из других регионов и работают вахтовым методом, то есть вот режим работы, про который мы рассказывали. Здесь они производят диваны, кровати. В основном работает с 7:30 либо 8 утра. Так. Работают приблизительно до 11:30 утра. начинают, Да. до 11:30. Да. Работают. Так. Затем перерыв у них относительно долгий, с 11:30 до 2 часов дня. Работают они дальше с 2 до 6. Так, Это еще дополнительно 4 часа, да? Затем у них перерыв с 6 до 7, они Так. могут поужинать и начинают дальше работу с 7 до 9, либо с 7 до 10 вечера. Вот тут то же самое. Они поработали, пошли сюда или поспали на фабрике, кто не снимает общежитие, кто живет рядом. А те, кто живут далеко и приезжают, здесь живут, они уходят туда, спят, обедают и потом обратно на фабрику. А это транспорт. Мопеды. Своя атмосфера. Все здесь направлено на КПД. Работать. Темп бешеный. Его никто не может даже близко к нему приблизиться, не то что там перебить. Поехали уже, едем. Нихао.
Опа! Что мы нет. сейчас видим, а? จิ้มผักก็ตั้งใจเหมือนกัน Вот оно уже постиралось. Да, оно постиралось. Видишь, смотри. Что это Оно такое? стирается с камнями разными. Камень трет Да, штаны. камень трет, да, Он да, такой да, весь да. острый. Камень трет штаны. Офигеть! Давай, пойдем. Вот сейчас будет самый топ. Это еще что? Смотри, изделие надувается, и здесь идет окрашивание. Вот как ваши джинсы прибавляют к стоимости $500. Вот, этот человек, который накинет вам пятихаточку на ваши джинсы. Все, было 100, стало 600. Какое-то конкретно есть техзадание. Они по техзаданию строго Да. идут. Ну, они, смотри, брызгают вообще без маски, без всего. Без Но респираторов. я честно не понимаю, почему мы были на других производствах. И Условия ребята жесткие. то же самое. Смотри на руки у него. Вот оно, да? Благодаря чему джинсы становятся вот такими. Да, но это не единственный способ, который используют, но это один из способов, который можно брать во внимание. Камни летят. Варка, стирка, камни, вся эта история проходит, чтобы мы увидели джинсы такими, какими они должны быть. Этот бренд не показывает. Это известный европейский бренд. Не надо. Сказали не показывать. Смотри, после, посмотри. Да. Слева и справа. Просто тотальная разница. Но больше всего сумка. И в Сен-Лоран. Да, Вот оно. Вот, да, вот. смотри. Главный мэджик. Главный мэджик. Немного тайда. И все случится. Тайда? Ну тут порошок есть. Ё-моё. Оно, это оно. Вот деним, ткань сшитая превращается вот в это вот. Готово. Как ты думаешь, сколько одна вот эта машина стоит? 650 тысяч юаней, это у нас сколько? Это в районе где-то 8 миллионов, 8,5 миллионов. Ближе 10, ну, да. Одна. Здесь примерно вот эта фабрика, я думаю, что на $1,5 миллиона все вместе. Ну это недорого. Это просто китайская машина, вот. Я думаю, что европейская сколько такая тут? будет стоить. Раз, два, три, четыре, пять. Но я думаю, что 2-2,5 миллиона долларов стоит это производство. Вообще ни о чем. 200 миллионов рублей это 4 этих Гелендвагена в Москве. Сыгачка, Бенц. Ига Гонча. Yes. Вся фабрика стоит как 4 Мерседеса G63 AMG. 5 лет окупаемость фабрики с этими вложениями. Но процессы нужно еще организовать. Много что, естественно, не показали. Некоторые разные технологические процессы, потому что китайцы, вот местные, которые с нами сегодня, они говорят на гонконгском. Поэтому какие-то технологические процессы не показали. Допустим, вот эти вот машины. Суть вы поняли. Ткань сшивают, варка, камни, нанесение и все. Она и ее муж это владельцы. А Ну, она, в смысле, ее муж владелец. вот это... Этот мужчина и его жена, они владельцы другой фабрики. А, вот Семейный подряд. она миллионер? Вот, Владела. женщина, хозяин фабрики. Вот. Лично все хоть перебирает. Прикольно, что она просто перебирает Да, джинсы. да. Фабрика за $2 миллиона. Ребяшки, все, конечно, познается в сравнении. Да, вот фабрика $2 миллиона. Вот это все, вот здесь вот. Конечно, это в Китае. В Европе фабрику открыть будет явно сильно дороже. $2 миллиона, можно подумать, это неподъемные деньги, но новый Range Rover в салоне сейчас стоит $300 тысяч. 7 Range Rover'ов, и у вас целый завод по производству джинс, который делает джинсы, в том числе для европейских брендов, очень известных. Сказали, пожалуйста, не показывайте, но вот мы там увидели шильдики, были, честно говоря, удивлены. Вот как сказал Максим, многие даже производство элитных 500 выше долларов джинс выглядит примерно так же. Будьте вежливы в комментариях, потому что не все так однозначно, но однозначно интересно. Ждем ваших комментариев. Увидимся. Пока.